Привет, залезешь? Привет. Да. Ничего себе, какая у тебя машина. Привет, еще раз привет. Оленька, выглядишь замечательно. Прекрасно просто. Я Юленька. Ты перепутал, кажется. Ой, прости, пожалуйста. Да. Ой, извини, пожалуйста. Ну ничего страшного. Я тоже так думаю, что ничего страшного. Извини, я не знаю, что на меня нашло. Ну, старею. Ты знаешь, я недавно переболел, ну как недавно, 3 месяца назад ковидом, а у них одна из побочек — это проблемы с памятью. Ну, с памятью. У меня проблемы с памятью. И насколько это серьезно? Не знаю, время покажет, но я действительно стал хуже считать цифры в уме, я стал, не запоминать какие-то элементарные вещи. Короткая память, плохая стала, кошмарная. Наверное, ошибаешься со сдачей? Стараюсь платить по карте, чтобы не париться с этой историей. Ну, понимаешь, понятно. Да? Потому что, да, меня можно теперь обмануть нехило, потому что я очень плохо. Меня дети сейчас лучше считают, чем я. Ну, будем надеяться, это временно. Я попью всякие ноотропные препараты. Вот, они помогут мне встать на новый уровень моего духовного и умственного, так сказать, содержания. Развитие, да. И я, соответственно, наверное, знаешь, ну, как зачастую говорят, чтобы достичь высот, надо достигнуть дна, оттолкнуться и взлететь. Итак, мы вышли на улицу с одним единственным вопросом. Какой таксопарк в России вы считаете самым лучшим? Послушаем, что отвечали люди. Такси хайп. 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 Лучше. Ну что ж, все говорит само за себя. Звоните или пишите в WhatsApp, номер которого вы увидите в описании. Все очень просто. Подключайся в парк Такси Хайп, и будет тебе счастье, куча бабла и много-много позитива. Удачи! Не слышала такое? Не слышала про такое? Ты знаешь, на самом деле я могу сказать, что сама не раз отталкивалась одна и взлетала, так что... Ну, слушай, я по тебе бы не сказал, что ты взлетела когда-либо. Ты чем занимаешься-то вообще? Я вообще-то графический дизайнер. Графический дизайнер? Хочу дизайнерам ты сейчас платят не очень хорошо, да, я смотрю? Ну, у дизайнеров работа зависит от заказов, поэтому бывает хорошо, бывает не очень. Часиков нет у тебя никаких? Нету? Часиков нет? Нет, зачем тебе мои часики? Ну, как... посмотреть, сейчас... что за часы. Не, я не время хочу узнать, хочу посмотреть, что за часы у тебя просто. Я просто никогда не думала носить часы. А зачем они нужны? Ну, я не знаю. Время смотреть хотя бы изначально. А если хорошие часы, например, да, то они еще показывают твой тонус, функциональную готовность, измеряют твою... Функциональную готовность? Да. Да, ну, что ты не слышала, что ли, такие фитнес-часы называются? Очень популярная история. Так ты имел в виду фитнес? Ты хотел узнать, занимаешься фитнесом? Да я хотел посмотреть, какие ты часы носишь просто, вот и все. Потому что, ну, я смотрю, что ты... нет у меня часов. Такая, ну... Какая? Тебе не нравится? Не, ну хочешь, я тебе куплю часы? Зачем? Не зачем, а после чего? Неправильный вопрос. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что вижу по тебе, что тебе не хватает спонсорской помощи. Понимаешь? Ты что за телефон? Зачем тебе нужен мой телефон? Я хочу узнать, что за телефон у тебя. У тебя есть мой номер. Да нет, не цифры арабские. Хорошо, я хочу узнать, что за аппарат. если тебе так интересно именно какой у меня телефон, то Huawei. Какой? Huawei, что это значит? Huawei? Хочешь iPhone? Не хочу. Зачем? Ну как зачем? Будет у тебя красивые фотографии из твоей новой красивой жизни, если ты, конечно же, согласишься со мной, так скажем, коннектить не только в плане помогать мне сдачу считать в магазинах, но и, скажем так, быть ближе, чем просто друг. И у тебя появится iPhone, часы сразу и нарядные шмотки. Ты мне сейчас предлагаешь iPhone или себя? Я предлагаю тебе выйти на новый уровень жизни. На новый жизненный уровень жизни. А что для тебя новый уровень жизни? Да не для меня, для тебя. У меня все в порядке, у меня все в порядке с уровнями жизни. Нет, с деньгами, если ты мне об этом остальным. говоришь, значит, ты мне предлагаешь выйти на новый уровень жизни. Значит, ты считаешь, что мой уровень чем-то недостаточен. Ну, я просто хочу его повысить.
И у тебя все шансы есть, Ты понимаешь? считаешь, что он недостаточно высокий? Что ты без ломаешься? тебя? Что ты ломаешься? Я же тебе еще раз говорю, у тебя все будет, понимаешь? Тебе Ну, нужны это бабки, я как-то смотрю, очень часов у тебя нет. неожиданно. Часов. Шмотки, я тебе говорю, пойдешь нормальные, вон в ДЛТ, Шмотки. купишь себе эти самые шматья, ну, козырного, что ты как это самое. А у тебя, скажи мне, ну, родители не помогают тебе, нет? Боже мой, да какими ценностями ты живешь? Да нет у меня родителей. А куда они делись? Что случилось? Ну, ты не нервничай, ты скажи просто и все, что случилось? Просто я выросла в детдоме. Ты выросла в детдоме? Да, Понятно. такое бывает. Бывает, Представляешь? И я всего в этой жизни добилась сама. Да. Угу, Я ни у кого никогда не просила денег угу. и сама зарабатываю на ту одежду, которую имею. А ты сейчас меня ожень. Чем? Тем, что хочу тебе сделать Нет. лучше? Ты Я мой нет, я тебе сказал, не что, нравится, может как быть- я выгляжу. Зачем же ты тогда пригласил меня сюда? Ну, во-первых, я не знал, как ты выглядишь вживую, и мы встречаемся с тобой первый раз. И я тебе предлагаю, опять я тебе уже сказал, я тебе предлагаю просто варианты, набрасываю. Вот я тебе предложил часы, iPhone. Давай мы сейчас поедем с тобой. И открылся новый ресторан на Крестовском острове. Очень хороший ресторан. Там устрицы, морские ежи. Ты как? Вот скажи, зачем? Ты же, а? Зачем это? Не в столовку мы пойдем, а ну как зачем? Чтобы... Ну, окей, еда все. переварится, Ну, а смотри. что останется? Так нет, почему ты, господи, я не понимаю, ты как будто бы вышла из какой-то аномальной сумеречной зоны. Сейчас все женщины хотят плюс-минус одного, понимаешь, чтобы у них жизнь закучерявилась, и чтобы были внешние проявления этой кучерявой жизни. Айфоны, шмайфоны и так далее, понимаешь, я тебе предлагаю, а ты сидишь, ломаешься, я вообще не врубаюсь. Я понимаю, что у тебя там, ну, какие-то там моменты были в жизни, может быть, несчастливые, там еще какие-то, но я предлагаю их сделать гораздо счастливее. Все, что от тебя потребуется, просто быть рядом и исполнять свое назначение женское, понимаешь? Быть красивой и радовать меня. Все, больше от тебя ничего не надо. А мне показалось, что ты интересный человек. А что, я не интересный человек? Знаешь, как со мной интересно будет? Алишер Усманов, тут у него спросили, знаешь, это олигарх, короче, в списке Forbes. Ему сказали, типа, ну, а вы сколько сейчас работаете в жизни? Ну, типа, он говорит, сколько часов в день вы работаете? Он говорит, 0. И такая, жизнь журналистка, говорит, подожди, а вам не скучно? Он говорит, мне вообще, говорит, ни хера не скучно, мне вообще по кайфу, мне вообще просто супер. Я просто кайфую от жизни. Вот я тебе предлагаю кайфовать от жизни, понимаешь? А ты что предлагаешь нам сейчас? Не в ресторан, а куда идти, скажи мне просто даже интересно. Как мы проведем наше свидание? Да я, честно говоря, надеялась, ты спросишь меня об этом. Я спрашиваю сразу. тебя, давай, куда ты хочешь пойти? Спросишь, что мне интересно. А что тебе интересно, скажи мне? Знаешь, я надеялась, что мы пойдем с тобой куда-нибудь в театр или просто прогуляемся по улицам, посмотрим на дома. Почему нет? А я тебе предлагаю пойти в ресторан, в самый кучерявый, и потом в ДЛТ купить тебе шматья нормально. ДЛТ, шматья, ты что, из 90-х? Почему из 90-х? Ну нет, ну я детство я провел в 90-х, но что в 90-х, поверь мне, что в 2000-х, что сейчас, все равно ты никуда не уйдешь от того, что самое главное в жизни-то это бабки, ты же понимаешь. Ну все, да, Ну, блин, у вот меня давай есть остановим деньги, любого. которые я заработала, мне их хватает. Ты мне сейчас предлагаешь какие-то золотые горы, но я не понимаю, честно говоря, за что. Я тебе так понравилась, и тебе так не понравилась моя одежда? Нет, я просто знаю, как жизнь устроена. Я тебе предлагаю бабки в обмен на твое расположение к себе. К тебе? Да. Ага. Это ты опять слово забыл. Ну, слушай, это все будет компенсировано, скажем так, все мои беспамятства будут компенсированы билетами в Хабаровск. Понимаешь? Стоп. Ты же сказал, что расплачиваешься картой. Ну, у меня и карты есть, и наличные. Че ты паришься? Видишь, как у меня все хорошо устроено? Поэтому я предлагаю сделать именно так. Тем более, смотри, какая история. Вот ты говоришь, да, у тебя родителей не было, а тебе некому было заботиться, понимаешь? А сейчас получается так, что я могу взять на себя эту обязанность, понимаешь? Вот у тебя не было ни мамы, ни папы, а теперь у тебя будет папик. А ты спросил, нужно ли мне это? Знаешь, я ожидала встретить совершенно другого человека. Какого? Человека, который будет хотя бы как-то интересоваться моей внутренней жизнью. А у тебя в голове одни только бабки. Нет, я пошла. Не, подожди, все, посиди секунду, выдохни. Что? Выдохни. Нет. Не, выдохни, спокойно, смотри, спокойно. Что ты еще хочешь от меня? Я хочу тебе сказать, что
мое поведение, я согласен, оно не очень красивое. Но оно лишь не красивое лишь только потому, что это была, ну, прости меня, небольшая проверка на меркантильность. Понимаешь, на алчность, на жадность, на сущность. Потому что последнее время, когда я приходил на свидание с девушками, они все хотели только одного от меня. И это бабло. Все меня начинали разводить с самого начала. Я решил просто тебя немножко проверить, чтобы понять, сможем ли мы, скажем так, быть вместе или нет. Понимаешь? Поэтому ты сейчас расслабься, все хорошо. И ты что, правда думал, что я соглашусь, что ты купишь мне iPhone? Я же не знал. За что? Я не знал. Теперь я знаю, и я тебе больше могу сказать. У меня есть 2 билета в театр. Я знал, что они пригодятся. Вот, у меня есть 2 билета в театр сегодня на вечер. Перед этим я предлагаю тебе просто прогуляться по городу, вот, подышать воздухом. Я почитаю тебе какие-нибудь стихи. В моем арсенале большой спектр, есть даже патриотические. Смотри. Люблю отчизну я, но странную любовью. Это Лермонтов. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой. Ты смешной. Я смешной, да. Мало того, что я смешной, я еще умудрился после ковида запомнить, точнее, так сказать, удержать в голове какие-то стихи. Поэтому со мной будет действительно весело и хорошо. А вот это очень похвально. Спасибо. Но знаешь, такие эксперименты на людях, они негуманные. Прости меня, совершенно. пожалуйста. Тем более, что, видишь, я не знал, что у тебя нет родителей, и мне немного стыдно в этом моменте. Но обещаю, вечер ты сегодня проведешь очень хороший. Давай обнимемся. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.